Пока одни анимешники определяют себя как Дора или Аяна Мирей, а кто ты? Пиши в комменты, лично я определил себя сразу. Я няшка. Так вот, нейросети научились определять аниме и даже советовать людям, что им посмотреть. Я решил, что медлить нельзя, поэтому надо узнать 100 аниме для просмотра по совету нейросети. Ну и посмотреть, мне ведь уже не привыкать. Помогите. Заодно вместе узнаем предпочтения программного кода и сделаем соответствующие выводы. Пожалуйста, поставьте лайк. Индекс волшебства. У пацана с прической, как у того типа, Жужуцу Кайсен, тотальная невезуха. Каждый день либо кто-то гонится, либо что-то ломается. В общем, не день, а проклятие. Все из-за правой руки, которая развеивает вообще любую магическую силу. Видимо, это после той сцены из Евы. Кто понял шутку, я вам искренне сочувствую. Нейросеть выдала какой-то кринж, от описания которого я только не хочу смотреть, но я советую вам посмотреть, потому что тут есть учительница. А ну-ка рты за... Клеймор. Гриффит поменялся ролями с Гатсом и теперь с кошачьими глазами ходит такой по миру, весь из себя важный. Еще приоделся как на выборы. Это женщина. Царство. Вот вроде хорошее аниме, молодые пацаны хотят быть в центре зарубы, только дать им железную палку в руки. Но все портит 3D. Хорошо, что хоть ко второму сезону это недоразумение убрали, так что сначала терпим, а потом кайфуем. Безоблачное завтра. К сожалению, нет, ведь завтра в школу. Но романтика, драма, школа, вау! Авторы собрали все, чтобы в конце просмотра я обязательно плакал и думал, как все несправедливо. Он любит его, а он любит няшку, мучаюсь в итоге я. Маги, лабиринт магии. Аладдин. Стоп. Реально, Аладдин стал аниме-микрочеликом и теперь ходит всюду, ест все, что плохо лежит. Но в этом аниме все как-то, ну, не то. Сначала Алибаба терпила, потом Аладдин любитель дамских красивостей. Ну, хотя бы аниме-няшки есть. Хух. Но так пацаны решили отправиться в лабиринт, потому что там золото и вот эти вот все вещи крутые лежат. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Снял видео про аниме «Мой братик не братик» абсолютно бесплатно, кстати. Ссылка в описании. Я и мой слуга из секретной службы. Чела отправили работать на няшку, а в итоге он стал ее песиком. Похоже, у Денджи появились конкуренты. Air Gear. Уличные стритрейсеры на роликах катаются по городу и на них же дерутся? Что за фигурное катание для пацанов? Этот замечательный мир. Когда я смотрел в первый раз это аниме, мне может было и смешно, но это потому что я параллельно уроки делал. Сейчас не то чтобы что-то поменялось, но во второй раз смеяться как-то, ну... тупо. Печать ветра. О да, еще одна романтика. Ботик ну прям подсаживает нас на аниме. Кланы Учиха и Исей, ой, это не то аниме. Милая парочка, все аниме друг друга недолюбливает. Ну то есть няшка Цундера пытается скрыть свою любовь, а челу как-то... норм. Пламенный взор Шанны. В целом от прошлого аниме данный тайтл не отличается. Есть все такая же тянка Цундера, которая скрывает свои чувства. И еще одна тянка, чтобы первая ревновать начала. Покорение горизонта. Хоть аниме-любители данного тайтла будут говорить, что это вообще не САО, потому что в Сале были шлемы, а тут их нет. Я скажу... да, бездомный бог. Девочка не справилась с управлением ног и попала под колеса. В итоге теперь ее жизнь между двумя мирами находится... посередине. А это бог. Чел рубит тугрики и духов при помощи милого парня и мечтает накопить себе на огромный храм, но пока накопил только на новый Adidas костюм 4000 рублей. Ангельские ритмы. Пацанчик отбыл свой срок на земле, пора наверх. А там все как-то по-другому. Постоянные школьные дискачи, каждый день кто-то в кого-то целится. Можете ругаться, но мне... не понравилось. Пытался смотреть раза 2 или 3, в итоге каждый раз скипал. Все как-то, ну, душно, сори. Притворная любовь. В детстве челу подарили огромную цепь, типа это клято, что потом они поженятся, ну и носят ее уже 10 лет. Хоть и давно не видел ту вайфочку. Настоящая любовь, пацаны. Надеюсь, ему хоть нормально. Торадора. Миленькая девочка ростом с ногу вот этого лба живет за его счет. Сама же ведет себя как нахлебница, типа мы ей дофига должны. Ты нам вообще кто? Под конец вроде успокоилась. Клуб свиданий старшей школы. Такого я от бота не ожидал. Можно было придумать все что угодно, но не это. Чел попадает на бабки и теперь становится горничной. Жаль, у меня такого наряда нет. Чел, ты думал, ты токсичный? Ты думал, ты токсичный? Ты думал, ты... Мелочи жизни. Вы хотите сказать, что микроситуации порой тупые, порой еще тупее? Это мелочи? Дюрарара. В город прибыл новенький, но еще совсем не знал, что в нем обитают разные неординарные личности. Одна вот кошечка, другой парень с лицом Джокера, третий... ты. Интересно, что будет дальше? Космический Дэнди. Человек по имени Жалко путешествует по галактике вместе с андроидом в придачу, попадая в различные казусные ситуации. Гинтама. Пока в остальном мире это аниме популярное, в России про этот тайтл походу никто не в курсе. Короче, Серый все время балдеет, пес любит покушать. Остальных взяли в команду, чтобы заполнить экранное время, пока Серый спит. Примерно так можно описать аниме на 8 сезонов. Кейон.
Гурен Лаган. Пацаны решили жестко слиться, ну в смысле слиться, то есть объединиться в мега мощную машину, чтобы слилась уже вражина, ну то есть проиграла. А все потому, что мы верили в их братскую силу. Монстр. Ну что я тут скажу, знающие люди и так в курсе, монстр внутри меня. Но философию Ницше я не потяну, зато вот у меня... лампа есть. Но даме кантабеле. Как это понимать, я не знаю, над названием авторы явно не парились. Напишите, пожалуйста, в чем мем, а то мне кажется, я сейчас что-то непристойное сказал. Сказ о 4,5 татами. История про типа, который сидит в 4 стенах, выходит по расписанию, но вместе с тем у чела вся жизнь впереди. В унике ищет тяночку. Смотрим и делаем выводы. Надо гулять. Серебряная ложка. Чела отправили в ПТУ, ой, то есть, извините, в колледж работать на фермера. Пасти коров, кормить свиней. Да... кайф. Экзотическая семейка. Чел умеет превращаться в няшку, причем буквально. В целом вся семья тут какая-то странная. Любовь, выборы и шоколад. Спасибо, что хоть не любовь, деньги, рок-н-ролл. Кошечка из Сакураса. Няшечка ведет себя, ну в точности как киса. Люби меня, за мной убери еду в рот. Сама сидит, мяукает ему. Классика романтики, добавить нечего. Моя школьная романтическая жизнь не удалась. Ну что ж, поздравляю, друг. Там не только романтическая, там в целом школа не задалась что-то. Лагерь на свежем воздухе. Неплохая миленькая анимешечка, как девочки тупо кайфуют на улице, а не в 4 стенах, но явно не выше ранее перечисленных аниме. Работа! О нет, дома работа, работа на работе, в аниме работа, помогите. Чудовище за соседней партой. Парниша ураган школы в первый же день поднял всех на уши, а теперь трусится идти. Как хорошо, что это романтика, и девочка сама пошла к нему, а потом еще сама обняла. Такое бывает только в аниме. Ежемесячная Сёдзе Нодзаки. Пацан использует няшку, чтобы та писала за него аниме, та же в ответ пишет ему любовные письма. Баракамон. И если парень думает, что поганить всю комнату это искусство, то я в этом профессионал. Ну а так парня окунули в ведро с краской и сказали, что это каракули какие-то, а не каллиграфия. В ответ на что парень решил стать в своем деле мастером и доказать обратное. Гатчамен общество. К сожалению, мы живем в обществе. Кафе у белого медведя. Мишаня из русского медвежонка. Вот это я сейчас вспомнил. Так вот, Мишаня просто работает в своем кафе. Ресторанте Парадизо. Элегантные модные скуфы готовят жратву молоденьким дамам. Охота на привидений. Я бы назвал охота за няшками, ведь дамский угодник закадрил малых прямо с 0 минуты. Что касается охоты на призраков, то тут это имеется на 24 серии. Крутой учитель Анидзука. Мега крутой чел, на которого я стараюсь быть похожим к 22 годам. Сейчас мне 7. Оцените результат. Короче, белобрысый парень является каждую серию инициатором каких-то сомнительных вещей. В конце-то концов, сам же и все расхлебывает. Вольный стиль. Молодые стройные мужчины выныривают так пафосно, что даже сначала забываю, что они находятся в ванной. Баскетбол Курока. Мужчины играют в баскетбол, но в команде присутствует незаметный тип, которого никто всерьез не воспринимает, но у чела есть огромный потенциал. Вау! Слэм Данк. Мужчины играют в баскетбол на протяжении 100 серий. Взлеты и падения, но последний фильм а-ля ремейк, конечно, лучше бы не делали. 3D никто всерьез не воспринял. Хикару и Го. Джалин Куджа стала пацаном и начала играть старую, древнейшую игру. А еще в типа вселился такой же старый мастер этой игры. И если чел не поднимет на этой способности много копеек, то это самая бесполезная способность. Бакуман. Автор манги Тетрадь Бебры решил сделать еще одно аниме про тетрадь манги. Короче, пацаны рисуют мангу. Все 3 сезона то у чела проблемы со здоровьем, то популярность только пошла, а уже закончилась. А еще автор манги Тетрадь Бебры наставлял своих смешных отсылок на то самое аниме, где еще 2 типа были. Блин, как оно называется? Я забыл. Восточный Эдем. Аня из семьи шпиона повзрослела и вместо семьи начала жить с типом, который любит проветриться. Мичика и Ханна. Мама сбежала из тюряги и забрала с собой дочь. Теперь они ищут батю, потому что семья без бати не семья. Мама, это ты, мама. Дети на холме. Любовная история между 2 красивыми мужчинами. Правда, что тут забыла няшка? Не знаю. А так, конечно, пусть матрос поиграет на барабанах Пятиглазого. Брошенный кролик. Ох, друзья, история крайне сомнительная. Поначалу все вроде хорошо, у холостого патрона появляется приемная дочь, а потом невиданный цветок. Дело в том, что чел видит няшку, которая вся такая хорошенькая, веселенькая и все такое, но, к сожалению, несуществующая. Потому что в прошлом произошло нечто ужасное, и теперь вместе со всеми старыми друзьями они хотят исполнить все последнее желание. Кейон 2. Чудачество любви не помеха. Романтическая история про анимешников, но весьма хорошо передана. Мне понравилось. Твоя апрельская ложь. Пусть у этого аниме и много фанатов, но я вообще не понимаю, чем людей это зацепило. Аниме, где присутствует музыка, к тому же драма не мое. Поэтому при просмотре я спал. Торадора. What the fuck? Машина сломалась? Стальной алхимик. Первый вариант экранизации манги Алхимика, который лично меня не зацепило. Фури-кури. В нулевые годы у людей жизнь была не сахар. Сначала на весь город огромный утюг, затем за рулем панкушки без прав на вождение.
настроение, а потом и вовсе роботы из голов лезут. Вот что бывает, когда аниме свою насмотришься. Паприка. У девочки раздвоение личности. На работе она Паприка, а в реальности Анастасия. Так вот. Вы знаете, кто такой Тайлер Дёрден? 86. Военные действия под командованием Тянки? Дайте 2. Авторы еще после всей истории решили выдать мангу про романтику между двумя героями. Волшебница Мадока. Пацаны, пожалуйста, не становитесь волшебницами. Я после просмотра уже захотел приобрести себе такой наряд и снимать в нем видео. Смертельный парад. Веселые игры. Тамада замечательное. Мероприятие поминальное. Помянем. Иная. Милая няшечка перестала существовать для всех, кроме ГГ. А главный герой приклеился к ней, типа ему не все равно. Паразит. Инопланетный чубрик залез в руку к челу без разрешения, и теперь школьная жизнь превращается в ад. Круши Крамсай. Девочка по имени Рита объявляет 5-ю войну шиноби всему миру, но вместе со школьной формой показывает свой знак протеста. Синий экзорцист. Чел с ушами гоблина наступает на взрослую жизнь и начинает работать в магазине Пятерочка, но поняв, что платят там тухлыми трусами, решает отдать свою жизнь религии. Класс убийц. Желтый тип в роли учителя, достаточно бесполезные ученики сформировали класс убийц. Правда, убивают они пока только хронометраж аниме, потому что ребята, ну капец, зеленые. Убийца Акаме. Миленькая девочка по имени Акама является не миленькой девочкой, а очень даже жестким бойцом. Хотя есть она, конечно, все так же мило, а это... неважно. Унесенные призраками. И ведь реально девочку несли злой колдуньи, которая всех под своих работничков переделывает, а еще воспоминания забирает. Я сейчас что-то сказал? Ходячий замок. Милую даму превратили в спящую бабушку. И теперь она должна вернуть все как было с помощью своего принца. Принцесса Мононоке. Бот выдал сразу 3 базированных аниме-фильма, но это, как по мне, был самым слабым. Природа — это добро, а вот люди — зло. Прикиньте, эльфийская песень. У аниме-девочки аниме-шиза. После того, как она встретила своего краша, хотя я бы назвал кринжа, она никому больше его не отдаст и готова ради этого на все. Хелсинг. Вампир устраивает судный день другим вампирам. Непутевый ученик в школе магии. Забейте на сюжет, здесь у сестры Шарлотта. Вот это уже куда более интереснее, чем ангельские ритмы, чувачок повеселее, сюжет динамичнее, челики собирают всех не таких, как все ребят, в одном месте, чтобы не творили беспредел, а работали на благо. Резеро. Поздравим человека с днем новой жизни. Меланхолия Харухи Судзуми. Дерзкая девочка интересуется всей паранормальной штукой, но сама не понимает, что она и есть паранормальная штука. Шумиха. Все герои решили выдать шума, но что еще ожидать от мафиозников? Темный дворецкий. Красивый мужчина ухаживает за другими мужчинами, вот это я понимаю, пацаны, быстро смотреть. Психопаспорт. Миленькая вайфочка подумала, что ща на работу новую придет, ничего страшного ведь не будет. А тут взрывы, сопли и вот это вот все. Я бы после такого больше не выходил на улицу. Евангелион. Милый во Франксе был лучше. Кто это сказал? Аянами Рэй. Одинокий рокер. Казалось бы, даже для такого человека, как я, а я не человек, я няшка. Так вот, даже для няшки такой тайтл пришелся бы по душе. В смысле не душно, а типа нормально, хотя до Клеона далековато. Госпожа Кагуэ. Я тебя люблю. Сказал бы хоть кто-то из них уже давным-давно, а так пара все терпит и чего-то ждет. Уже даже вся школа знает про это. Самурай Чамплу. Если вы не знаете, какой запах у самурая, пахнущий подсолнухами, то... я тоже. Зато вот эта девочка знает, и сейчас эти 2 пацана пойдут за ней. Триган. Некий Вэш Ураган, за поимку которого дается 60 миллиардов двойных долларов. Хз, как это понимать, кстати. Типа мне 2 раза по 60 дадут за него или что? Как бы там ни было, но за таким челом гонятся все авантюристы, Интерпол, ФСБ, а чел просто, ну, на приколе. Волейбол. Пацаны закидывают мяч в кольцо на перерыве. Другое. Хорошая игра, правда, в волейбол я не играл, говорят, там нужно мяч ногами пинать, это правда? Джоджа. К сожалению, ботик сезон не уточнил, поэтому я просто хочу сказать, что я Джорна Джованна и у меня есть мечта. Врата Штейна. Ринтаро Акабе, злой гений, с помощью микроволновки создал машину времени, а Кури Сумакисе просто злая. Машину времени не создал, еще к тому же говорит, что машины времени не существует. Фейт. Так, друзья... сейчас я вам все объясню. Кланат... Ой, извините, я просто реакцию записал. Сага о Винланде. Микрочел подумал, что ну блин, я хочу с Басей вместе на туда вот, где мужики дерутся. В итоге вся жизнь становится... дракой. Код Гиас. Лелуш Лампердуш в шлеме подводной лодки объявляет себя правителем мира и начинает жестко всех дурить, хитрить, хихи-хитрить. Пожиратель душ. Ребята из моей оружейной академии должны перевоплощаться в оружие и драться друг с другом, чтобы в итоге служить какому-то типу в маске из-под боулинга. Мастера меча онлайн. Чел решил уйти в виртуальную реальность, а потом вернуться обратно, а потом все равно ушел в виртуальную реальность и так уже 10 лет подряд. Ван Панчмен. Это Сайтама, и он самый крутой герой. Все букашки отлетают от одного удара,
Хотя нет, как раз таки букашки в битве с ним одержат уверенную победу, а вот остальным ребятам не поздоровится. Призрак в доспехах. К 2029 году мир ждет роботов, которые будут неотличимы от людей. А можно мне одного себя, чтобы он мне видео монтировал? Акира. Пацану приснился кошмар, где он стал всемогущим человеком. Наруто. Парень влюбился в своего друга и теперь все 720 серий пытается его поймать. Ковбой Бибоп. Есть чел, назовем его условно Стас. Так вот, Стасик вместе со всей его братвой гонят по бескрайнему космосу в поисках добычи, но каждый раз что-то происходит не так. Стальной алхимик братства. Эдвард Элрик немного нахимичил, и теперь его брат стал самосвалом. Атака титанов. Эрон Йегер все не может решить, на какую концовку ему выйти. Главное, не выходи на ту плохую концовку с Леной, пожалуйста. Тетрадь смерти. Два любителя аниме пытаются доказать, что они умные, но потом в их пати влетает какая-то кей-поперша и все портит. В итоге я могу сказать, что тут было относительно немного таких себе тайтлов, но в целом намного лучше того, что есть топ-100 аниме на сайте MyAnimeList. Ну так, пишите, что думаете сами, считаю абсолютно все. Ставьте лайки, подписывайтесь на Бусик. Спасибо всем, кто поддерживает мой контент. Вы лучшие. Кис.